Всем привет! Это Клим, и сегодня мы отправляемся в Дубай. В этой недельной поездке мы с вами посетим как самые известные места в Дубае, так и скрытые жемчужины. От самого высокого здания в мире до колоритных старых районов. От официального аэрокосмического салона к веселью на пляже. Начнем же! Но прежде чем оказаться в городе мечты, мне предстояло пройти квест под названием Аэропорт Жуковский. Пока я тут кривляюсь, хочу заметить, ввиду новизны и малых размеров терминала в Жуковском, оказалось, что ночью банально негде поесть. То есть физически ты не потратишь денег, все закрыто, а доставка в такую даль принимать заказы отказывается. Тем не менее, ночь пережита на тульских пряниках. Ну что, полетели? По дороге в Эмираты наш самолет пролетал над Ираном. Первым нас встречает северное побережье, где морская гладь быстро сменяется через короткую полоску заселенной зоны заснеженными вершинами гор. Вдалеке мною был замечен высочайший пик Ирана – Демавент, высотой более 5,5 километров. Увидев данную картину, я ощутил себя совсем в другой реальности, в том самом мире гор, которое представляю себе каждый раз, думая о горнолыжном спорте. Пустыня, ребят. В первый раз вижу своими глазами бескрайние барханы. Как только самолет вышел на финальный курс перед посадкой, показались силуэты центра города. И то самое высочайшее здание в мире – Бурдж-Халифа. С этого момента на ближайшие несколько часов у меня появилась пара противоположных чувств. С одной стороны, хоть я и понимал происходящее, но мой мозг отказывался поверить, что я вижу данные пейзажи не через экран монитора, а вживую. Я физически в Дубае. С другой, данная поездка – это мое самое масштабное и по совместительству первое путешествие. Было беспокойство от понимания, что я попал совсем в другой мир, где все, включая окружение, людей, язык и даже воздух, для меня ново. Все, я думаю, только что услышал последние русские слова, выходя из самолета. И теперь the world of English, you welcome. Аэропорт настолько большой, что мы должны по нему ехать на метро. Хотя я бы не назвал это метро, скорее автобус на рельсах. Я успешно прошел контроль, сейчас в свободной зоне уже. Поеду на метро. Я, безусловно, взбудоражен весьма сильно, но при этом языка хватает, чтобы сим-карту купить, что я и сделал, и прежде всего валюту поменять. А дальше посмотрим. Я в метро жду на станции, со второго раза получилось купить карточку серебряную. И сейчас поеду с одной пересадкой до хостела. Стекла, конечно, грязноватые, но остальное, думаю, мне понравится. Вот я и добрался до нужной станции метро с моим хостелом. В этом мне помогла вот эта карточка серебряная. Это, по сути, проездной как тройка на метро. Тем временем я уже заселился в хостел, в комнату для 4 человек. И я хочу сказать то, что это лучший хостел в моей жизни. Он почти отельного уровня. И я уже познакомился со своими 2 соседями. Одного из них зовут Самуэль, и он из Норвегии. И это классно, я вам скажу, общаться с людьми на русском языке. Притом мы понимаем друг друга вполне достаточно. Сейчас мы минут 40 общались с этим человеком
пока я окончательно не захотел пойти есть. И эти 40 минут были, я думаю, самым моим лучшим языковым опытом. Даже переплюнули немецкие курсы, потому что все-таки там было общение онлайн, а тут я офлайн с человеком, сижу на расстоянии 2 метров. И это для меня бесценно. После ужина мы с Самуэлем поехали в центр района Дейра, на площадь Баниас, откуда вышли к берегу Дубай-Крик. Находясь возле канала, я вспомнил про один уникальный вид транспорта. Okay, we will do that. So, прошу прощения, мы сейчас на берегу реки и планируем пересечь ее на Абра. Что это такое, вы увидите далее. На Абре вы можете перебраться на другой берег всего за 1 дирхам. После причаливания мы тут же попали в дивный рынок. Таких пестрых цветов и уникальных запахов еще нужно поискать. Зайдя в местный супермаркет, я осознала, что в отличие от российских минимум, многое продукция почти та же. Первый свой день в Дубае я окончил прогулкой по местным улицам. 1001 уникальный магазинчик не оставит равнодушным никого. На следующий день я решил сразу ворваться в бой и поехать на Dubai Air Show, которое, собственно, было главным инициатором моей поездки. Чтобы добраться до места его проведения, мне необходимо было пересечь весь Дубай с севера на юг, до аэропорта Аль-Мактум. В этом мне помогла красная ветка метро, которая растянулась вдоль берега через весь Дубай, вы только вдумайтесь, на 500 километров. Затем я сел на бесплатный шаттл до мероприятия. В этот день меня ждал частичный облом. Я не учел дресс-код салона, поэтому мог наблюдать только демонстрационные полеты с трибуны. Но зато какие! Новейший Boeing 777X вытворял невообразимые вещи, в числе которых крен более 90 градусов. Итак, сегодня прошел первый полный день моего путешествия, и уже сегодня я направился на Dubai Air Show. К сожалению, я на территорию не попал к экспозициям, к самолетам, так как у меня не было дресс-кода. Нужны длинные штаны хотя бы. В идеале костюм. Но, конечно же, я бедный студент, костюма у меня нет. А так, вместо этого я пошел на площадку, которая находится чуть правее. Зрительская площадка для наблюдения за самим авиашоу, как самолеты летают. Там же я познакомился, вернее, чуть раньше в метро с 2 женщинами из Екатеринбурга, с которыми мы и общались все это время. Теперь уже около 5 все закончилось, и мы наблюдаем прекрасный закат и уже видим Луну. По отзыву от шоу могу сказать то, что оно не сильно отличается от Макса, помимо того, что тут есть иностранные самолеты. То есть французские миражи, китайские всякие, F-16 был, но также были и наши стрижи, если не ошибаюсь. На английском языке их называли Knights. Из больших самолетов, которые сегодня были, это наш российский МС-21,
Boeing 777 летал, вытворял чудеса, и А350. Это такое самое яркое. Опять же, кардинально нового, того, чего я не видел на Максе, я здесь не увидел. Тем не менее, опыт прекрасный. Я планирую сюда вернуться через 2 дня, через 1 день, во вторник. Уже в дресс-коде, хотя бы со штанами. И чтобы походить по экспозиции, возможно, удастся зайти в самолет. Так как известный факт, что русские люди не любят пускать самолеты, а иностранцы вполне это делают. Поэтому увидимся на шоу снова через 2 дня. А тем временем у нас появилась возможность пронаблюдать прекраснейший заход солнца. Тем временем я добрался до центра города, до станции Бизнес-Бэй. Это недалеко от самого Бурдж-Халифа. И сейчас постепенно гренделями продвигаюсь к центру, к самому зданию, чтобы посмотреть на фонтаны. Пока жду моего знакомого Самуэля из хостела. Он также обещал захватить для меня еды. А вокруг меня весьма высокие здания, я бы сказал, каждое как в Москве-Сити. И тут величественно выглядывает шпиль, макушка Бурдж-Халифа. Буквально пару минут назад завязался разговор с местными жителями, проживающими в этом городе. Семья, муж, жена и маленькая дочка. Немножко поговорили, я рассказал, откуда я. А дочку оказалось звать Самара. Я сначала подумал Самала, но нет. Прям отец даже знает, что это звучит как город в России. И это один из удивительнейших фактов моего путешествия. Наконец, дойдя до Бурдж-Халифы, где мы встретились с Самуэлем, меня ожидало трогающее до глубины души шоу поющих фонтанов. Давайте же насладимся вместе. Вы берете, просто идете и наслаждаетесь этими прекрасными улочками с пальмами. Я тут понял, что я очень люблю пальмы, и это одно из моих любимейших деревьев теперь. Либо же заворачиваешь в переулок между 2 зданиями и попадаешь, я бы сказал, в невидимый бассейн. Со стороны даже не поймешь, что это бассейн. Зеркало какое-нибудь, стекло, но никак не бассейн. Заметить, что в Дубае бывает такое, что ты идешь где-то в центре и внезапно обращаешь внимание на объекты, которые несоизмеримо большие. Один из самых ярких примеров — это рамочка. А именно вот эта рамочка, которая определенно выбивается из общего фона высоких зданий, зеленой растительности и крутых тачек. Это музей Dubai Frame. Туда мы и отправляемся.
По факту наверху находится, я думаю, 60-метровый мост, в котором очень много людей. Справа и слева есть обзорные окна на старую и на новую части Дубая. В центре располагается смарт-стекло, которое гаснет и загорается снова. Когда никто не касается, оно темнеет, как будто обычный пол. Вот. Но как только кто-то заходит, оно превращается в настоящее прозрачное стекло. В центре есть небольшой мини-бар, который можно втридорого купить. Несмотря на исторический акцент, создатели музея думают и о будущем. На выходе я узнал, что Dubai Frame построен по золотому сечению. Ребят, вот на улице уже ноябрь, середина ноября, а в Дубае настолько жарко днем с 12 до 2, что хоть обливайся водой вот этой вот, купленной в местном супермаркете. Как только мы вышли на улицу из этой рамки и дошли до первой же тени, я больше не хочу покидать эту тень, пока солнце немножко не сядет. Сама же золотая арка на солнце очень сильно нагревается. Я не могу держать руку больше пары секунд. Но при этом мы находимся в прекрасном месте. Что вы об этом думаете? Кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири-кири. Утром 4-го дня я вновь поехал на Dubai Air Show. У меня с давних пор была цель побывать в одном самолете, который поражает меня больше всего. В этот день мне это удалось. Встречайте, самый большой самолет гражданской авиации в мире – Airbus A380.
сейчас, возвращаясь с аэршоу, решил заскочить на Дубай-Марину. Дойти до пляжа, посмотреть, что-то как там. Думаю, если получится, даже хочу испытаться. Сейчас иду по мосту, и на картах сверху это выглядит все не так красиво, как сейчас. Я бы сказал, вот это настоящий Дубай. И наконец, на 4-й день, первый шаг на дубайский пляжный песок. Да, конечно, понимаю, что моим кроссовкам будет просто очень плохо потом. Но я не могу этого не сделать. Вернее, даже я сейчас сниму носки, пойду дальше пешком по этому замечательному песку. Правда, уже стемнело, но тем не менее, я постараюсь получить максимальный экспириенс от сегодняшнего дня. Как вы можете видеть, на противоположном берегу самое большое колесо в мире, дубайское. И очень необычный вид на противоположную часть, вот где вы видите огни, это все отели, построенные на насыпи, как и очень многие объекты в Дубае. Это безусловно завораживает. Понимание того, что там стоит здание, куча зданий, еще и теплоход. Какой теплоход? Круизный многопалубный лайнер. Все это было отсыпано людьми из моря. Это просто сносит голову. Конечно же, принадлежности я сегодня с собой не брал, но тем не менее я не удержусь. Я попробую эту воду. Пока я купаюсь, подмечу, что суперкаров в Марине, как полагается, полно. Ребят, вы не поверите. Возможно, вы сзади видите вдалеке, возможно, нет. Но меня слегка прогнали. Там стоит полицейская машина, а за полицейской машиной другая машина, но машина прям на рельсах. Вот тут идет дорога, посередине проложен путь для трамвая. Так вот, машина оказалась на трамвайных рельсах. И я единственное не понимаю как, потому что тут везде заборы между трамвайными путями и обычной дорогой. Для меня было удивлением, что в Дубае есть не только метро и троллейбусы, вернее автобусы, но и трамваи. Ветки небольшие и чисто туристические в Дубае-Марине, чтобы легко доставлять пассажиров из метро, с метро до пляжа. Тем не менее, они есть, и они, как большинство вещей в Дубае, весьма красивые. Я влюбился в эти станции, в эти пути. Я хочу заметить еще одну уникальную, интересную, я бы сказал, особенность дубайского метро – это название станции. Так как это транскрипт с арабского, как у нас в Москве, с английского на русский, с русского на английский наоборот, так и тут. Допустим, я только что проезжал Абу Бакр Аль-Судик, либо же станция вообще, которая звучит как заклинание из Гарри Поттера Алкияда. Мы идем сейчас по району Золотого рынка, но при этом мы не можем найти место, куда мы должны прийти. И это прикольно. Бродить по этим улочкам с миллионами магазинов. Мы с Самуэлем сейчас пошли на рынок забрать одну вещь. Я таки не понял какую. Тем не менее, мы идем уже в обратном направлении по старому району. И я бы сказал, когда мы заходили в переулочку, мне было не очень уютно, хотя я понимал, что это безопасная страна. Тем не менее, это был прикольный экспириенс. Прошу прощения, прикольный опыт. И слегка волнительный, так как виды те самые из программ про Восток. Этим меня и удивляет Дубай. Безопасностью и при этом своей восточностью. Какая же противоположность? Я иду по старому району, а вдалеке возвышаются новенькие высотки. Я люблю за это Дубай. Приехав на станцию Union, откуда мы отправимся на сафари, я чувствую ощущение какого-то средневекового королевского города. В том смысле, что ты как будто находишься на удалении, в старом, не очень богатом районе, и видишь вдалеке центр города, как будто замок с Бурдж-Халифой в роли главной башни.
наконец-то приехал наш автобус, слегка опоздал. И мы выезжаем на сафари. Увидев картину маслом силуэты даунтауна, мы начинаем продвигаться в пустыню. Обратный путь весьма короткий и прямой. Но тем не менее, хоть какие-то кадры будут полезны. Ура! Мы наконец-то доехали до первой остановки. Это небольшое поселение, я бы сказал. Но тут просто магазинчики. И можно за отдельную плату, насколько я знаю, за большую, покататься на квадроциклах. Вот за мной уже тут сидят верблюды, которых я в своей среде обитания ни разу не видел. А с другой стороны тут как раз таки квадроциклы, и за ними пустыня. Тут можно купить кофе, чаечек, в общем, релакснуться. Но это не последняя остановка, вернее не конечная. Через 20 минут мы поедем в следующее место, где уже мы будем кататься на крузер, насколько я знаю. Здесь же все платно. Я вот что вам скажу, быть здесь и видеть все эти пески, настоящие пески, это незабываемое чувство. Я смотрю и понимаю, что я самый настоящий пустынник. Смотрите, кого я нашел. Какие милые. Привет, красноглазый кролик. Hi, what's your name? My name is Klim. Ничего. А за дверцей еще один. Это просто рыжий. С черными глазками. Это же не кошки. Итак, мы поехали, правда, поздновато, но поехали. Let's go. Have fun. Это будет очень весело, но так как свет солнечный уже погас, особо ничего не будет видно. Поэтому, я думаю, встретимся на остановке. Second, that one is free camel. This one not free. That one. Free. That one. Мы уже приехали в поселение. На самом деле я отчасти понял, почему эта экскурсия, этот выезд стоил всего 50 дирхамов. Мы ехали от силы минуты 4 максимум по пустыне и уже здесь. Тут красиво действительно, но само вождение было очень-очень коротким. Сама езда по пустыне. Это не то, что плохо, это хороший опыт. Это понимание того, что в следующий раз мне нужно будет именно то, что я хочу. И за нужную мне цену. А мы следующие. Я уселся на верблюда. Сейчас он только встанет. Это будет прикольно. Мы просто пока сидим. Вот так вот. Мы так высоко находимся, тут метра полтора он встает, этот верблюд. Весьма резко, надо держаться покрепче, иначе и правда свалитесь. Арабская ночь. И теперь будет приземление. Посадка. Садимся на землю.
Посадка окончена. Slow motion. Спасибо за то, что вы выбрали авиакомпанию Верблюд Entertainment. Вот этот малыш нас катал. Вечерняя программа состоит из 3 шоу с танцами и огнем. После первого открывается шведский стол, и можно набрать сколь угодно много еды. Я понабрал себе множество разных штук. Даже не знаю половина, что это. Я думаю, это самая необычная упаковка для воды, которую я видел в жизни. Она такая мягкая. Я просто взял и шагаю босиком по пустыне, как старые древние бедуины. Невероятный опыт. Первый раз в жизни, как говорится. Как и многое-многое еще. После завершения 3-го шоу нас вновь посадили в те же машины и вернули к автобусу. It's okay, no need seat belt. Yeah, we go straight. Why? Рискают. Your safety, seat belt, no problem. Но тем не менее, хоть какие-то кадры будут полезны. Епи! Прикольно то, что никогда не гонял на джипе по пустыне. Под музыку. И тут много джипов в пустыне. Это первая вывеска на русском языке, которую я нашел. С добрым утром. Мой хостел больше похож на полноценный отель. Есть места, чтобы посидеть, порелаксировать, даже поработать, билборд в конце зала и коридоры. А за зданием располагается бассейн. Я думаю, мы нашли идеальный пляж. Почти нет людей. Шикарный вид. И Дубайский залив. Итак, мы наконец-то отправляемся к кульминации нашей поездки на Бурдж-Халифу. Но прежде этого мы зайдем перекусить.
Буквально выходя за угол нашего отеля, мы прибываем к месту нашего питания. Вот это приятная точка питания. Как перекус решил заказать себе луковые кольца, чтобы не наедаться перед подъемом. Также коктейль с оригинальным названием Expo 2020. Я рассчитывал, что мне не придется в Дубае куда-то бежать, но как вы видите, приходится. В данном случае мы опаздываем на самую важную экскурсию в Бурдж-Халифа. А учитывая то, что мы поели, так это вообще прекрасно. Идем по коридорам в предвкушении чуда. Первое, что нас встречает, так это макет вашей Бурдж-Халифа с анимированной площадкой внизу. Еще один коридор. Очередь. Одну общую очередь прошли. Осталось дождаться вторую. Уже непосредственно к лифтам. Поехали. Вероятно, вот я здесь. То самое, что я видел на картинках. Наконец, я достиг своей цели. Я на самой высокой смотровой площадке в мире. Когда кажется, что ты на вершине мира, ты можешь посмотреть еще выше. Что могу сказать вам? Одна из моих поставленных целей исполнилась. Я на самом высоком здании в мире, на самой высокой смотровой площадке в мире. В городе с самым большим количеством самых-самых вещей в мире. Здесь также, как на площадке в Москве-Сити, есть магазин с безумно дорогими вещами. Samuel, hi. Say hi. Hello, it's Samuel. Утро последнего дня, я начну с небольшого съестного шопинга. Давайте же зайдем в супермаркет.
Вау. На самом деле цель моего похода в магазин так это купить новый рюкзак, так как мой походный сиреневый, который я взял, уже начал разваливаться. И вот я зашел посмотреть. Этот вот, в принципе, неплохой, так мне и нужно, с одним большим пространством. Но ценник, конечно, 129 дирхамов. Это весьма много. Поэтому буду смотреть дальше. По большому счету у меня есть вариант дождаться вечера, когда Самуэль уже пошопится, так сказать. И если он найдет что-то прикольное, посмотреть на рынке. Если нет, то уж купить что-то подобное. А вот этот, однако, мне нравится. Прям по мне оранжевый цвет. Да, он не то чтобы супер качество, но зато имеет классную форму и очень легкий. Всего 25 дирхамов. Я думаю, это как раз таки мой выбор. Вот так выглядит ферри. Это что-то наподобие парома, в котором я поеду. Я приехал, я бы сказал, в исторический район, станции метро Аль-Губайба. Здесь как раз таки будет отправление на ферри. В отличие от остальных, в отличие от рынков, в отличие от больших высоток, этот район меня вновь удивил. Как вы можете видеть позади, здесь в основном преобладают такие, я бы сказал, пустынные постройки, похожие из известняка. К сожалению, рейс на 11 утра отменили, поэтому я буду ждать следующего, который будет сейчас. Пока что пойду пройдусь по магазинчикам. Может, что-то присмотрю себе еще. Арабские запахи теперь пошли. Мне впаривают индийскую всякие запахи. Давайте попробуем. I don't smell nothing. I smell nothing. I don't know why, but nothing. For the house smelling. Привет. This is На меня надели шапку. Арабскую. inside. You just have to see the Let's go. Somewhere. Классно, меня одели арабскую палантину. This is very nice, you know. Я теперь арабский мужчина. Just try, no problem. Same like Sheikh. It's also good one. It is the mirror. Check. With the mirror. Check it. Да. Все-таки меня одели. Это выглядит довольно необычно. Привет. Я рад. Я рад тому, что у меня получилось вырваться из лап торговцев с рынка. Hello. Did you buy Marina silver? One person, right? One, yeah. Thank you. Have a nice time. Билеты куплены. Ждем отправления. Con otro solo que no
Данный вид транспорта представляет собой некое водное такси. Благодаря нему я увижу всю береговую линию Дубая с конечной остановкой в Дубай-Марине. Мы приплыли. Я рад, что я все-таки решился поехать, так как я увидел все, что я хотел. Увидел отель «Парус», увидел все высотки с берега, вернее на береге, которые. И увидел Марину со стороны воды. Сейчас я как раз таки нахожусь в ней. Я не мог и подумать, что увижу в Дубае настолько яркое звездное небо. Далее я отправляюсь на знаменитую пальму Джумейра, искусственно отсыпанную так, что ее видно даже из космоса, а поможет мне в этом местный монорельс. Да, мне удалось, я успел доехать до Пальмы, пока закат не наступил. Я прямо на ее конце, по факту. Тот знаменитый отель, и я идущий по набережной. Это моя последняя достопримечательность в Дубае. Завтра утром уже надо будет к самолету готовиться, часов 12 мне уже нужно будет выехать. Тем не менее, это считаю хорошим завершением нашего тура. Именно здесь, на пальме Джумейра, находится потрясающий результат этой поездки. Этот опыт для меня чрезвычайно важен. Первые несколько часов по приезде я был взволнован. Мой мозг банально не мог поверить, что я нахожусь здесь, в стране, где нет русского языка. Но благодаря этому факту я получил ценнейший языковой опыт. Как в плане общения на английском языке, так и в плане общения с людьми другой культуры. Контакты с людьми, которые здесь были, они невероятны. Люди другой культуры имеют совсем другие привычки. Совсем другой уклад жизни, стереотипы поведения и принципы личного взаимодействия. Я смог увидеть другой мир, как люди живут в другой части света, в арабской. Хочется отметить то, что я также выполнил все цели, которые намечал для этого путешествия. Я побывал на профессиональном шоу Dubai Air Show 2021. Увидел те самые американские F-16,
немножко, но тем не менее пообщался, в том числе и на английском, на русскую тему. Побывал в А380, хоть не летящий, но тем не менее, в первом классе, в бизнес-классе. Пожалуйста. Посещение самого высокого здания в мире, самой высокой площадки, соответственно, было также некой целью, которую я поставил перед собой несколько лет назад. И я смог это сделать. Я смог прочувствовать те же самые эмоции, что чувствовали люди, которые были там и снимали это на камеру, чтобы потом передать это вам, как я передаю сейчас. Помимо всего этого, хочется отметить то, что Дубай — это, безусловно, дорогой город, где живут богатые люди. Как богатые, так и бедные, да. Но очень большая часть по площади — это высотные здания, бизнес-здания. Вся эта местность, где я сейчас нахожусь, Пальма Джумейра, тут весьма все дорого. И я смог увидеть, как живут люди в такой обстановке, ближе к ней, коснуться и понять, что есть в мире вообще, чего можно желать. Это также очень уже помогает, я бы сказал. По итогу, я за завершение всего рассказываю. Путешествуйте, тем самым наш мир будет наполнен самыми яркими красками. Ребят, чтобы вы просто понимали степень моего удивления этим местом в Дубае. Значит, приехал я в центр города, недалеко от Бурдж-Халифы. Просто встал около столба светового и смотрю на это самое высокое здание в мире. И при этом стою уже минут как 20. Не могу оторвать с него глаз.